Приветствую всех, кто смотрит это видео. Сегодня я хочу рассказать вам об одном из самых интересных животных, которые обитают на нашей планете – лемуре сифаке. Вы узнаете много удивительных фактов о его поведении, образе жизни и особенностях, которые делают его таким уникальным среди других видов лемуров. Готовы узнать больше о лемуре сифаке? Тогда давайте начнем. Сифаке – пожалуй, самые известные лемуры Мадагаскара, но встречается только на северной части острова. Причем на сравнительно небольшой территории, которая граничит с реками Локи и Мананбата. Про них снято несколько фильмов, да и вообще, ни один сюжет про остров не обходится без кадров этих милых существ. Всего их описывают 9 видов. Для коренных жителей все лемуры – священные звери, поскольку по легендам в них находятся души умерших предков. Сифаке, белоснежные лемуры, боготворятся вдвойне, потому что встретить их на пути равно доброму знаку и безграничному везению. Несколько видов сифак различаются по окрасу, но общие формы неизменны. Выделяют сифаку верра и диадемовую сифаку. Вытянутые тела животных длиной около полуметра, такой же длины и хвост. Вес примерно 6 кг. Небольшие черные мордочки лишены растительности, вытянуты больше, чем у сородичей Индри. У лемуров очень выразительные большие глаза оранжево-красного цвета. Мордочка имеет немного удивленный вид, чем и притягивает свое внимание. Шерсть лемуров имеет нежную шелковистую текстуру. Обычно она длинная и покрывает преимущественно спинную часть, отличаясь богатой цветовой гаммой. Включают в себя черные, оранжевые, белые, кремовые и желтоватые оттенки, которые придают зверькам узнаваемый и выразительный вид. У обезьянок задние конечности обладают крепостью и силой, тогда как передние конечности значительно короче и имеют заметную кожную складку, напоминающую маленькую перепонку. Эти конечности обеспечивают лемурам невероятную прыгучесть. Один из впечатляющих маневров, выполненных лемурами, это гигантские прыжки, производящие незабываемое впечатление на тех, кто имеет возможность наблюдать за этим зрелищем. Сифаки способны перепрыгнуть расстояние 10 метров, выполняя при этом прыжок-полет. После толчка от ветки тело обезьянки сгруппировано и взлетает вверх, раскрывая удлиненную кожу на руках, что напоминает парашют. Во время полета хвост лемуров не играет никакой роли, и натянутое тело с выброшенными вперед конечностями напоминает белку, летящую вперед. Несмотря на точное перемещение по деревьям и уверенную позу, это не отражает затраченных усилий и риска, сопутствующих этим гигантским прыжкам. Спускаться с высоты лемурам труднее. Они делают это медленно, осторожно переставляя лапы. Нахождение на земле придает уверенность. Они двигаются в вертикальном положении с прыжками на задних лапах по 4 метра в длину. Большую часть времени проводят на деревьях в безопасной для себя среде. Название животных произошло от произносимых звуков в минуты тревожной опасности. Крик начинается с рычаще-шипящего звука, похожим на глубокое икание. Общее звучание схоже с названием лемура в произношении жителей острова Мадагаскар. Сифаки активны в течение дня, а ночью спят на верхушках деревьев, чтобы избежать хищников. Природными врагами животного являются ястребы, активно ворующие детенышей обезьянок. К сожалению, человек тоже внес лепту в сокращение популяции этих редких приматов. Основную часть своего времени полуобезьянки тратят на поиски пищи и отдых, а остаток времени на общение и игры, которые включают в себя особи всех возрастов. Они любят прыгать по веткам и ловко цепляясь за стволы. При этом за день они могут преодолеть расстояние до километра. В жаркое время они спускаются на землю и отдыхают на ветках в разных позах. Лемуры довольно доверчивы и могут подпускать людей к себе, если те не проявляют резких движений и громких звуков. Сифаки получили свое название солнцепоклонники, благодаря обычно поднимающимся рано утром на высокие ветки, поворачиваются к восходящему солнцу, поднимают руки и греются на солнышке.
Местные жители приписывают сифакам необычные качества, считая, что они знают секреты лечения от всех болезней и могут залечивать раны с помощью особых листочков. Эти приматы очень привязаны друг к другу, особенно в рамках семейных групп, где лидерство принадлежит самкам. Сифаки, как и многие другие виды лемуров, могут проявлять поведение, которое напоминает танцы. Это связано с их энергичным и игривым характером, а также социальной организацией. Танцы и прыжки часто используются внутри видовых отношений для проявления доминантности, установления территории, привлечения партнеров для размножения и в качестве формы игры и развлечения. Некоторые сифаки также могут танцевать для туристов или в ответ на музыку и звуки. В целом танцы у сифак – это еще один интересный аспект их уникального поведения. Сифаки являются вегетарианцами, предпочитая растительную пищу в виде веток, листьев, цветов, коры и почек. Они также любят фрукты и разнообразные плоды. Если пища находится на земле, лемуры могут наклониться и схватить ее ртом, либо использовать конечности для ее подбора. Несмотря на изобилие еды в лесу, сифаки могут приходить к людям в поисках дополнительных угощений в виде культурных плодов, риса и бобовых. Из-за их доверчивости люди иногда приручают этих животных. Исследования брачного поведения сифаки остаются недостаточно изученными. Малыши рождаются в июне-июле, после 5-месячной беременности самки. Обычно на свет появляется только один малыш. Существуют рассказы о высоком уровне материнской заботы у шелковистых сифак, которые создают для своих малышей особые люльки из мягких прутиков. Дно люльки выстилается шерстью, выдернутой на груди самки. Люльки размещаются на деревьях в укромном месте и утяжеляются камнями, чтобы не унес их ветер. В первый месяц жизни малыши носятся на груди самки, а затем перебираются на ее спину. В этот период мать очень осторожна в движениях, чтобы не причинить боли малышу. Кормление молоком продолжается до 6 месяцев. Лемурчики крепко держатся за шерсть матери, которая переносит их везде с собой. Еще пару месяцев малыш изучает мир глазами матери, а затем сам начинает исследовать окружающую среду. Общение молодняка с сородичами в играх помогает им освоиться и набраться сил. Но многие лемурчики погибают от болезней или становятся жертвами хищников, не достигнув зрелости. Сифаки обладают невероятной грацией, но они также занесены в Красную книгу из-за сокращения мест для их обитания. Общая продолжительность жизни разных видов сифаки составляет около 25 лет. Спасибо, что посмотрели это видео о сифаках. Надеюсь, вы узнали много интересного о жизни этих прекрасных животных. Будьте внимательны к окружающей природе и помните, что мы все можем сделать что-то, чтобы сохранить нашу планету. Если вам понравилось это видео и вы хотите увидеть еще больше подобных видео, не забудьте подписаться на канал. Спасибо, что были со мной, берегите природу и всем пока!